Ассаламу алейкум, дорогие наши подписчики. Я вас приветствую с Москвы. Я мастер Самир. К нам приехал автомобиль Volkswagen CC. Знакомый человек рядом живет, как клиент, каждый день меня видит. Почему я это все говорю? Потому что он 3 месяца назад мне сказал, что вот у меня такая проблема. Горит лампочка EPG, которую давление топлива, когда исчезает, давление топлива портится и выдает ошибка P0341. У нас компьютер подключен. Вот такую ошибку выдает. Удаляем ошибку, как заводим, сразу же появляется. И EPG иногда периодически горит. Притом автомобиль еще долго заводится. При холодном вообще через 10-го раза. При горячем через 2-3 раза так заводится автомобиль. Это уже 3 месяца, 4 месяца, по-моему, назад. Это была ошибка, проблема. У меня не было времени, я сильно занят был, он не потерпел, на другой автосервис поехал. Ему поменяли цепь, бензонасос, по-моему, еще поменяли. Потом датчик высокого давления топлива поменяли, который на моторе стоит. Ну, все там детали поменял, он говорит, что 120 тысяч рублей потратил, проблема также осталась. Потом он 3 раза поехал туда к этому мастеру, он ошибку удалил, и обратно такая проблема начала возникать. Сегодня получилось, что мы поменяли этот автомобиль, сейчас проверяем причину, мы вам покажем разные причины, из чего может быть, и расскажем. Ребята, значит, 3 часа ночи. Мы еще делаем. Клиента обещали, чтобы до завтра выясним причину. Вот так работаем уже 25 лет. Обещаем, значит, должны делать. Так, значит, разбирали. Сейчас нам надо определиться именно, что случилось. Я разбирал и вам рассказываю. Вот тоже таким способом проверить. Снимаем мембрану, смотрим сюда, чтобы здесь стружки есть или нету. Иногда бывает, стружки забиваются на канале, отсюда будет заметно. Видно, что чисто, да, ничего нету. Это у нас один из вариантов, который закрываем, чтобы пыль не попал туда. Ладно, закроем. Так, следующий этап, нам надо снять крышку. Чтобы снять крышку, там у нас смещает вот это кронштейн. Откручиваем кронштейн. Очищаем передний часть цепи. Если что, все равно мы будем снять цепь, посмотреть зажигание, метку. У нас здесь стоит ванус. Здесь кронштейн вануса, да? Нам надо снять сейчас это кронштейн. Здесь он закручивается на несколько болтов. Несколько болтов откручиваем. Еще у нас вот здесь посередине есть болт. Вот такой шайбой. Иногда люди забывают, это не вставляют, это не забывайте. Потом нам нужен специнструмент. Вот такой ключик. Одеваем туда. Значит, и откручиваем. Он откручивается обратно в сторону. Вот сюда. По часовой стрелке откручивается. Не так. Вот, не так откручивается, вот так откручивается. В эту сторону, вот эту сторону. Откручиваем. Я уже открутил его, вот, ослабил, чтобы вам показать. Сейчас снимем, посмотрим. Здесь есть клапан. Это клапан иногда вылетает или клапан не работает. Который отсюда масляный канал, подающий туда на ванус. И этот ванус опаздывает. У нас распредвал, датчик распредвала находится здесь. Если у нас это опаздывает, это распредвал, значит выдает ошибку. Вот таким способом начинается причина. Сейчас снимем, посмотрим. Так, ребята, вот как я говорил, снял крышку. У нас вот сетка порванная. У нас отсюда масляный канал на ванус, который идет. Отсюда масло придавливает там шарик. Сюда проходит масло. Здесь идет регулировка вануса.
Здесь сетка, как видим, что порвана, это мы так не поставим. Эта сетка даже менять не стоит, это надо в сборе купить, поставить туда. Здесь подозрение это 35-40%. А то, что вот убедиться точнее, у нас вот все разобрано, мы так ее не оставим. Завтра уже разберем, уже поздно, уже 3:30. Дорогие наши подписчики, уже в следующий день мы начинаем разбирать. У нас возникла такая проблема, это болт. Предыдущий мастер, не знаю, грузовой шиномонтажки, наверное, затянул, не откручивается. Использовали 3 пневматические ключ в разных силах, не помогает, не откручивает. Здесь на этом автомобиле нигде держать. Заблокировать коленвал здесь невозможно. Мы сделали такой способ. Старый ремень генератора намотали на штиф, вот так зацепили и так открутили. Вот у нас такой сильный, мощный. Это. Еще мы сняли катер. Тут у нас есть стружки. Сейчас покажу. Вот стружки, наверное, видно. Вот грязи. Вот они вот стружки. Еще там грязи, не знаю, всяких да есть. Там еще масло у нас сильно густой. И дальше разбираем. Сейчас посмотрим. Метка у нас как стоит. Так, ребята, короче, ищем причину. Первым делом надо было нам покрутить 100 круг, наверное, блин, чтобы попасть на метку, проверить метки, да. Сначала проверили баланс валы. Это баланс валы нам не очень важно, то что автомобиль за это не может там не заводиться, да, плохо заводиться. Это не причина. Нам нужно вот основной цепь, который вот на маленьком одета, вот. Смотрим сюда. Смотрим вниз, который вот у нас стрелка показывает на черной. Метка у нас стоит правильно. Вот нижняя метка, да, вот. Видно всем. И сейчас верхней меткой. Верхние метки тоже стоят правильно. Это то, что мы убедились, что вот метки стоят. Вот. У нас вот эта метка. Итак, ребята, машина уже здесь 2 сутки лежит. Искали запчасти, чтобы найти выгодные варианты. Это у нас распилбал. Сейчас покажу вам, как он щелкает. Здесь фазорегулятор сильно шумит, и при поворачивании цепи он сильно смещается с места, где-то на 2-3 зуба. И из-за этого вот у нас возникает проблема опаздывания распилбала. Это так не должно быть. Мы искали запчасти 2 сутки уже. Очень дорого стоит. Это стоит оригинал 27 тысяч. Есть за 22 тысячи, есть 17, есть китайский за 12-15 тысяч. Вот так. Это часто распилбал с фазорегулятором. Он, короче, стоит 45 тысяч даже, да? Охренеть просто. Да, вот хозяин рядом, сейчас он говорит, даже сказал 45 200 оригинал, а 19 900 это китайский, да? Вот так. Я по интернету посмотрел, там другие цены были. Вот сейчас он официальным дилере, да, Volkswagen узнал, он стоит столько денег, не стоит его покупать. Вместо того, чтобы покупать его, лучше контрактный мотор купить. Мы решили так, что вот не будем покупать его. Сейчас я вам покажу, как он щелкает. И сниму болты, посмотрим, что там слетело у нас там. Если возможно, сделаем, если нет, так соберем его обратно. И он поездит там до смерти этого мотора. И тогда купит там другой мотор. Потому что не стоит столько запчастей купить, потому что половина будет старая остаться. Считайте, что где-то 45-50 тысяч обходится, а мотор стоит там 90 тысяч контрактный, нормальным пробегом. Я сейчас вам покажу, как это делает. Если у вас тоже так случится, такая же проблема будет, имейте в виду, что вот у вас баланс вал сходится с места. Так, ребята, короче, сейчас я вам покажу.
как он щелкает и как опаздывает. Сейчас буду прокрутить коленвал. И внимательно смотрите сюда и на распредвал там, который крутится. Когда цепь крутится, распредвал у нас бросается вперед, и в том же время у нас выдает ошибка датчик коленвала. И EPG горит у нас. Когда он бросал, и тут у нас, смотрите внимательно, сейчас я буду прокрутить, цепь будет крутиться, это звездочка, а распредвал будет стоять, пока не будет зацепиться. Внимательно смотрим, пока распредвал не крутится, цепь крутится. Вот теперь схватка пошел. Они теперь вместо крутится. Вот. И так и щелкает. И когда машина работает, он так шумно, чик-чик-чик-чик, вот такой сильный шум дает, как трактор работает. И машина заводится очень трудом. Так, ребята, короче, я снял крышку переднюю. У нас внутри фазорегулятора имеем вот такие крыльчатки, которые под давлением масла он нажимается туда-сюда, туда-обратно. Это у нас сейчас стоит мертвая точка, несмотря что вот звено не светлое. Поршень наверху. Мы так проверили, чтобы убедиться, что именно в чем проблема. Из-за того, что он щелкает, это щелкает, потому что он должен упираться в одну сторону, чтобы не щелкал. И поэтому у нас распредвал постоянно стоит, это вот сколько здесь, 1,5 зуба или 2 зуба, он поздно зажигание. Когда у нас поздно зажигание, и автомобиль плохо заводится, вот так. Значит, ребята, я стараюсь вам все поточнее объяснить, в чем может быть проблема, от чего может все это речь. То, что распредвал у нас смещается, не стоит, это проблема тоже может возникать из-за того, что у нас вот лопаты сношены сильно, да, вот. Я одну снял, видим, что вот у нас износ сильный с обоих сторон. Я вот без пружинки его одену туда и вам покажу, как он лифтит там. И при этом у нас начинается проблема и выдает ошибка датчик распредвала P0341. Видим, что лифт слишком много. Это так не должен быть. Давайте его по сравнению оденем с другой стороны. Посмотрим, какой лифт будет. Который не изношенный части. Видим, что никакого лифта нету. Вот. Даже мотор шевелится, он с места никуда не идет. Вот. Вот такой должен у нас это зазор. Даже вот никак, вот его видим, что мотор шевелится и он не лифтит. Вот что у нас проблема. Здесь с обоих сторон должен быть одинаковый. Еще у нас износ идет в этом же части, где вот видим тоже вот сильно блестит, даже износ видно. То что вот тоже должен упираться к этому круглому месту, то что вот там отсюда у нас здесь исчезает давление. Если вот рукам потрогать здесь как лезвие стало. Такие детали вообще-то не продаются. Даже видно, что вот он криво вот. Если кто-то заметил, вот криво. Вот здесь ниже, здесь выше, середины слишком выше. Ну вот по кругу идет вот такой. Так, на ютубе вот я искал эту лопату, вот перешел на один канал в ютубе. Один человек
когда подмосковный, он это менял и говорит, что вот этой продажи нету его. Я ни разу не сталкивался, что поменять эту лопату, да, всегда сборы поменял, клиент купил, сборы поменял. Сейчас он очень дорого стоит, поэтому сейчас его не купили. И он говорит, что эта деталь, эта лопату не продается вообще. По ваговским группам номер детали нету. Это умельцы в России кто-то делает, стальной деталь, там 65, там, не знаю, как это называется, там деталь. Очень сильным деталям делают они и продают по штуке 1000 рублей. Ну, где-то 5 штук, там у нас 5000 рублей получается. Ну, еще это тоже неизвестно, какой там деталь, пока не ставишь, пока не заведешь. Решение остается то, что либо купить распидвал, закрыть глаза, отдать 45 тысяч, не знаю, там хозяин посмотрел сегодня, оригинал. А китайские стоят там где-то в районе 19 тысяч, 15 тысяч, вот так. Или найти эту лопату хорошую. На этом у нас все. У нас уже 3 часа ночи. Завтра посмотрим, что делать с этим. Так, ребята, короче, следующий день, опять вечер. Мы еле-еле нашли это лопаты. Сначала через ВКонтакте мы нашли одного человека, он в Челябинске живет. Он живет в Челябинске, да. Он сказал, через 5 дней будет. Просто он нам дал номер одного автосервиса. Мы ему попросили, он сказал, что вот не продаем, только можем сам установить. Еле-еле уговорили, спасибо ему, этому человеку. Он отдал нам эту лопату. Я сейчас это 3 штуки установил и вам покажу результат, разницу. Так, значит, вот новый установленный, да, который. Давайте зазор, люфт проверим. Видим, что крепко сидят. Вот тоже новый. Тоже крепко сидят. А вот внизу это у нас старый. А видно, да, как шатается. Здесь внизу то же самое. Вот так шатается, видно всем, наверное, да? Так шатается. Давайте еще раз новый посмотрим, что. Они крепко сидят. Я еще здесь пружинку, вот внизу пружинки, тоже они некачественные были, да, вот я их чуть потянул, чтобы это самое нормально прижался верхний часть тоже, вот верхний часть. И все, сейчас установили, собираем. Потом, когда будем крышку закрывать, надо центровать. Это специальный съемник, покажу вам, как это делается. После того, как поставили лопаты, нам надо центровать эту переднюю крышку. Видим, что она вот сзади у нас крепление, отсюда вот крышка болтом. Первым делом очищаем хорошенько внутренний часть, смазываем новое моторное масло, и нам надо центровать это вот. Для центровки мы будем использовать вот такой специальный зажиматель, так назовем его, который с этим мы одеваем поршневые кольца. Чтобы нам надо, что вот эта часть, то должным образом вокруг должен ровно стоять. Сейчас видим, что он не ровно стоит, да, вот. Чтобы все сторона была ровная, надо вот так его зажать вот с этим. После того, как зажмем, и вот у нас сейчас с краником будем затянуть это все, и все. И дальше будем собирать. Вот таким способом равняем плоскость нашу. Вы видим сзади, что плоскость ровно стоит. И теперь берем вот шестигранник и с внутренней части затягиваем. Итак, ребята, как видим, мы все собрали, обратно все подключили, закрутили. Значит, ребята, как видите, мы завели. Сейчас я вам сначала покажу звук, то, что исчезло, да, вот. Он работает как дизель, вообще абсолютно звука нету.
На этом автомобиле обычно ход новый, шумит это высокое давление ТМДД. Сейчас шум со стороны вануса, фазорегулятора вообще нет. Еще я вам покажу запуск, как запускается. Он вообще с 10 раз запустился. Сейчас покажу, он плотненько заводится, все четко стал. И звук, давайте подойдем. Здесь, наверное, слышно все. А это шумит, это у нас насос. Здесь шум вообще нет. Какой-то напряжитель там шумит, это пойдем сейчас скажем, потом можно поменять. А здесь шум вообще не слышно. Давайте еще раз проверим запуск, заглушим его и запустим. Запускаем, зажигаем, включаем. Даже полоборота заводится автомобиль. Все четко, ошибка нет уже. Все, автомобиль нормально работает. Если видео вам понравится, ставьте лайки. Значит, сегодня я вам покажу, как поменять радиатор печки на автомобиле Volkswagen Caddy. Это Caddy или Gaddy, вот по правильному как называется. Значит, для того, чтобы поменять радиатор печки, иногда в голову приходится снять надо торпеду. Некоторые модели вот так меняются. А на этом автомобиле вот я покажу вам, как это все легко поменять. Откручиваем здесь пластмасску, боковые, еще здесь пластмасску откручиваем. Потом еще такая пластмасска вот стоит, там маленькие шурупчики. Сейчас. Вот такие шурупчики, с этим закручивается, он защищает радиатор от пыли, от грязи. И потом он откручиваем хомутики, два хомутика вот здесь. И вынимаем патрубки отсюда. Два патрубки, там они с резинками уплотнителем стоят там. Они с трудом выходят, но надо попытаться и вытаскивать его. Перед тем все это делать, надо сначала слить антифриз, чтобы он в салон не выливался. Чтобы вылить антифриз, нам надо вот снять здесь эту пластмасску, гофру от заслонки. Гофру снимаем, потом вытаскиваем здесь два шланга, потом отсюда воздухом продуваем, что вот все жидкость, антифриз оттуда выльется, что при снятии патрубки внутри он салон не потекло. И все, потом следующий этап, то что я показывал вам. Снимаем там хомутики, сейчас сниму и покажу, как они вынимаются вообще оттуда. Вот таким способом все снимаем. Видим, что радиатор у нас течет, где-то протекло, с какой-то секции протекает. Ну, неважно, сняли. Как же сняли, также в обратном порядке собираем все. Самое главное то, что вот уплотнитель смазываем с жидким маслом, чтобы они не укусили и не порвались. Таким же способом все собираем, все окей. Если видео вам помогло, если видео вам понравился, ставьте лайки, поддержите нас, подпишитесь на наш канал, поделитесь с друзьями по WhatsApp, по социальным сетям, отправьте друзьям, чтобы они тоже узнали, они тоже увидели такие видеоролики, как меняются, вы тоже им помогли. Всем пока-пока, до следующего видео. Сегодня я вам покажу, как поменять мотор печки на автомобиле Газель. Это торпеда у нас такой. Нового образца, не новый, там прямо там второе поколение, по-моему. И вот, чтобы поменять мотор печки, нам надо открыть вот бардачок. Раз, там 2, 3, 4 шурупчики. Откручиваем, снимаем. Потом нам нужен вот такой ключик. Скорее всего,
Многие люди не знают там, как это меняется, едет к мастерам, оплачивать деньги. Если у кого нет финансовой поддержки, финансово не хватает, можете самому поменять, и у вас там 1500 останется в кармане. Откручиваем два шурупчика на 8. Головку бьем на 8. Если у вас ключей нет, то можете купить отвертку, наверное, 150 рублей. И вот такой, даже можно не трещотку, там прямо взять там отвертку там с 8 головкой. Пускай будет еще 100 рублей. Все. Как откручиваем, потом это притягиваем на себя. Иногда вот торпеда деформируется, не дает. Вот так одеваем отвертку и поднимаем его, чтобы она вылезла. Крышку снимаем, вот крышка у нас. Вот мы имеем такие два кольца, один спереди, один сзади. Они одеваются на эти щели. Тут у нас штекер. Снимаем его. Тут уплотнительная резинка. Тоже снимаем. Ну, если все равно хотите купить, оставить эту резину, купите в магазине. Снимаем. Так. Все. Моторчик у нас на руках. Теперь вставляем другую и в обратном порядке собираем. Если видео вам понравилось, помогло, поддержите нас. Подпишитесь на наш канал. Всем пока-пока. До следующего видео. Я вас приветствую с автосервиса Мега100 Авто. Я мастер Самир. Я сегодня вам покажу, как снять стартер на автомобиле Mercedes V210 кузов. Ешка. У нас это идет Ешка, разные модели. Стартер у нас снимается слева. Для того, чтобы снять стартер, первым делом надо отсоединить клемму аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть. Потом откручиваем здесь сзади болты, силовой провод и идущий от замка. Откручиваем их, потом нам нужен удлинитель длинный. Вот у меня вот он сзади, вот удлинитель должен идти. Здесь нам нужен карданный удлинитель. Е14 звездочки, одеваем болтик. Я один уже открутил и второй тоже откручиваем. Таким же способом снимаем, откручиваем, и стартер нам должен вот отсюда выйти. Назад отталкиваем и отсюда вот с этой части вытаскиваем. Шланг чуть-чуть мешает, надо просто как-то найти способ оттуда его снять. Вот таким способом снимается стартер. Если видео вам помогло, понравился, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, активируйте колокольчик, чтобы получить уведомления вот таких полезных видеороликов. Всем пока-пока, до следующего видео. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. У нас очередной видеоролик. Очистка дроссельной заслонку, чистка форсунки. У нас на канале есть такие видеоролики, разные автомобили. Мы сегодня не будем показывать, как это моем, просто будем про это говорить там, когда моются, когда чистятся вот форсунки, да, вот, как они вот себе позволяют, и как они впрыскивают, как они должны работать.
А почему вот загрязняется дроссельная заслонка? Автомобиль Nissan Tiana G31, автосервис наш, Мегасто Авто, адрес наш, улица Иркутская, дом 2, строение 18. Как видим, здесь форсунки по видам, вот они сам по себе они вот грязные, да, вот. А так внутренне сейчас мы не можем определить, как они вот часто загрязняются. Это из-за нехорошего топлива, некачественного топлива загрязняется. И то, что вы часто не меняете топливный фильтр, про него даже забываете. Вот начинает там грязь проходить через фильтр и забивается на форсунки. Мы сегодня будем промыть на ультразвуковом ванне, потом поставим стенд, обратно поставим. Ну, я хочу вам показать здесь один самый главный, самый важный момент, который вот на заслонке. Вот на заслонке видим такой вот грязь. Вот сейчас как-то посвечу тут. О. Тут прямо в грязь, это прям масло, не грязь там. Откуда-то качает, туда гоняет масло. Мы сейчас будем определить и вам тоже скажем, что вот такие случаи, что надо делать, что надо починить, что вот туда не попало масло. Давайте вот определимся, в чем же проблема, вот как это вот попадает туда масло. У нас на коллектор впускной попасть масло может быть только с клапанной крышки. У нас там здесь есть два шланг, вот видим один шланг, который одевается, вот это гофра одевается на заслонку. Сюда еще один вот шланг одевается, это сапун называется, одевается с этого, с клапанной крышки. Еще один шланг, вот один шланг тоже одевается после дроссельной заслонку, тоже коллектор впускную. Если подумать, что вот откуда туда масло попадает, у нас там под крышкой находится мембран, так называется мембран. Это старинный, который вот сапун, который на Жигулях были, а сейчас это мембран. Вот под крышкой находится, это маслоотлительный ну, завод, так называют его. Иногда так называют, маслоотлительный завод. Типа масло с воздуха отделяет, масло обратно заливается вот туда на картер, а воздух должен оттуда выходить. Это газы, картерные газы, которые должны выходить с этого, с крышки. Вот мы сможем грешить на это, что на под крышкой либо там забился там грязи, то что вот не может там воздух проходить и под давлением гоняет масло туда прямо вот сюда вот на гофру, на впускную это до у нас вот давайте посмотрим, чтобы точно определиться, что вот именно с какой части там гоняет масло. Вот это закручивается вот так. Если у нас с этого трубки гонял бы масло, вот было бы масло в этом стороне, а у нас масло вот с задней стороны, значит у нас гоняет масло отсюда. Вот здесь даже прямо он, если под напором гоняет масло, да, вплюнывает, да, вот, он попадает прямо в задний часть заслонку. Мы все равно снимем эту крышку. Вот видим, здесь поставили герметку. Это нельзя. Вот сейчас новую прокладки мы заказали, купим, поменяем и все почистим, поставим обратно все это на место. Сегодняшний это ролик про заслонку. Там поговорили, как он попадает туда масло, как загрязняется. Это видео здесь прекращаем. У нас разные вот полезные
информации, ролики, там все снимаем, ролики, то, что делаем, объясняем. И если у вас там есть вопросы, сможете написать в комментариях, мы все ответим. Я всем отвечу. Какие-то вопросы, если возникнут у вас там, напишите, я всем отвечу. Всем пока-пока, до следующего видео. Не забывайте ставить лайки для поддержки канала и подпишитесь на наш канал, чтобы у вас был активный колокольчик, чтобы получили от нас уведомления при загрузке видеороликов. Пока-пока, до следующего видео. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Всем приветствую с автосервиса Мегастор Авто. Я вам сегодня покажу, как подключить AUX на Магнитоле. Вот такой модель. Вот модель и морда. Вот сравнить с вашим Магнитолом. И автомобиль Nissan Tiana G31. Короче, здесь нет AUX, есть только CD дисковод, есть AM и еще есть FM. Мы сегодня покажем вам, как подключить AUX. Вот. Давайте я сначала вам объясню, что здесь есть, что нету. У нас даже на канале есть ролики там разные, которые мы подключаем AUX. Поэтому подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, чтобы было таких видеороликов побольше и побольше. Вот у нас разобранная плата. И я вам объясню поподробнее, как все это подключить и что значит здесь. Сначала надо узнать микросхемы, ознакомиться с его даташитом. Это у нас звуковая микросхема, которая здесь стоит. Усиление. Усиление принимает сигнал с процессора аудио управления. Как это все работает? Вот у нас, допустим, плата радио. Вот у нас это выход и вход с дисковода, который AUX тоже сюда подходит. Когда мы нажимаем кнопку CD, процессор переключает аудиодорожку на эту CD, принимает отсюда, вот отсюда с дорожки принимает на ножку и подает выход к этому звуковую микросхему. Когда мы нажимаем FM, здесь закрывается дорожка, звуковая дорожка закрывается на CD и открывается на радио. Вот таким же процессом все эта микросхема управляется и работает. Вот есть специальный сайт, который можно написать имя и посмотреть, какие ножки с этого микросхемы куда выходят. Вот у нас там, вот здесь 48 ножка написано LS, LEL 0, LV, R, IN. IN это вход. Это тоже вход. Это тоже вход. Это от радио. Это от CD. С той стороны вот правый канал. Вот то же самое с радио, там правый канал. И с правый канал с этого. С нашего CD дисковода. Не будем так долго посмотреть. Там всем понятно. Там микросхема управляется. И мы давайте посмотрим самое главное, что вот куда именно подключить ножки, которые, чтобы у нас там AUX играл. И как он будет играть. Вот, я уже определил, нашел там вот. Вот у нас шлейф, который одевается сюда, CD дисковод. Вот с него выходит два левый и правый канал AUX. В конце, вот здесь,
вот здесь в конце мы видим два SMD конденсаторов. Вот их ножка, которая, эта ножка подключается к минус, вторая ножка подключается к микросхем нашего. Мы сейчас будем паять сюда вот левый канал, правый канал. Еще раз издалека сниму, сравните с вашим платом. Ну вот, все уже запаяли. Смотрим, куда именно надо запаять. Там масса в середине. И по краям запаиваем наш левый правый канал. Ну вот, все. Вот такой у нас AUX. Я это купил с магазина CP-Deep. На передний час куда-нибудь аккуратно засверлит, подключить туда. Вот уже я собрал магнитолу, не полностью. Сейчас я вам покажу, как я все подключил, как он работает, как играет. Как мы все знаем, что вот на YouTube есть авторские права на музыку. Но у нас есть канал специальный, это такой музыкальный канал, там можете, все можете это взять, там проверить, прослушать музыку. Канал называется вот так. Bir nağma söyle. Скажи одну музыку или скажи одну песню. Вот так называется. Это тоже наш канал. Наши ребята там играют на синтезаторы, на гармоне, там, на аккордеоне, там, ну, по-разному. Только открыл там канал, там подписчиков пока, там, по-моему, 500. Давайте мы один музыку отсюда проверим. Вот хорошая музыка, свадебная музыка, вот. Уважаемые наши зрители, вот у нас получился такой разъемчик, вот AUX. Спасибо всем за просмотр. Если вам видео понравится, ставьте лайки. Подпишитесь на наш канал, чтобы таких видеороликов было побольше. Поделитесь с друзьями, что вот поддержали нас, и мы будем снимать очень разные интересные вот видеоролики про автомобилей. Всем пока-пока, до следующего видео. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Сегодня я вам покажу с проблемой, которой автомобиль приехал, датчик давления наддува. Автомобиль 2008 года, Volkswagen Passat Universal, 2 турбо дизель, 2 TDI. В этом автомобиле мы сначала проверили. У нас были ошибки. Я напишу в экране вам, что видно было. Я вам покажу эти ошибки. Вот сейчас посмотрите на экран, там и диагностику.
и там ошибки, которые появился в этом автомобиле. Ошибки были. Здесь много ошибок было, которые все частично мы устранили. Был проблем, у нас есть видеоролик, который почистили EGR, потом почистили поток воздуха дросельной заслонки. Еще была проблема в этом вихревой заслонке. Проблема была, мы его устранили. Здесь открыли, здесь шуруп поставили. У него при диагностике выдавал ошибки. Ошибка, неправильное положение дросельной заслонки, вихревой заслонки. Мы это сделали по этому путем. На предыдущем видео можете посмотреть. Сделали здесь еще одну проблему, которую датчик модулятор, датчик актуатор турбины. Это тоже поменяли, тоже не работал, молчал, отсюда воздух не пропускал он. Это тоже поменяли, и осталась одна проблема у нас, то что вот это, сейчас это мы сегодня делаем, устраняем проблему, которая возникает при нем. Сначала объясню вам про этот датчик. Этот датчик здесь два роли играет. Здесь температура воздуха от турбины, который идет, мерит воздух турбины, температуры, и здесь мерит давление турбины. Здесь у нас два частей и видим 4 провода. Тут справа начинается первый, второй. Это у нас разъем температуры воздуха. И третий, четвертый разъем, это у нас давление турбонаддува. При проверке мы обнаружили, что здесь то, что выдает ошибки. При диагностике обнаружили, что здесь проблема может быть в датчике. У меня был датчик, я поставил туда, все равно он такой же ошибку выдает. Даже при глушенном. Здесь есть такая теория. Надо понять смысл. Если при глушенном двигателе, просто я почему это говорю, здесь мне посоветовали некоторые мастера, что вот здесь, а даже вот мы это поменяли, вот здесь, это просто хозяин мне за что купил, по совету там других водителей, он купил, принес, мы это меняли. Регулировку там по компьютеру я все верхнее, нижнее положение поставил, нормально. Это модулятор, регулировку турбины, это все нормально стоит. Они мне типа говорили, что вы это неправильно делали регулировку. Я им объясняю, что вот почему вот при глушенном двигателе это датчик выдает ошибку низкое сопротивление. Этот датчик не должен при заглушенном двигателе подавать это низкое сопротивление. Если, вот поймите смысл, если при глушенном двигателе какой-то датчик выдает ошибку, значит обрыв в проводах, либо сам датчик не рабочий. У меня был датчик, я поставил, проверил, датчик не было разницы, все равно выдавал такую ошибку, но мы решили другим путем проверить. Как видим, мы мозг разобрали, мозг в этом автомобиле стоит, где дворники рядом, просто в очень плохом месте он находится. Как видим, здесь накапливался столько грязи, здесь дренаж, наверное, забит, и поэтому вот вода не протекло, вот накопился такой грязи здесь. И в том вот проводки, вот здесь одна причина, то что в этом автомобиле это проводки все лежат вот здесь. Вот. Они вот здесь лежат, прямо в грязи. Здесь было окисление, вот как видим, здесь зеленые части, здесь тоже было, вот мы открыли, здесь побольше было зеленой части. Мы раскрыли, посмотрели, проводки все нормально, но хорошо, что вовнутрь он не проник. Здесь чисто. Мы сейчас это изолируем, это нормально. Мы причину нашли, мы сейчас вам покажем, в чем здесь проблема. Здесь у нас вот то, что я написал, первый из 76 ножка. Это первая ножка
на датчике, который 76 ножка, это на блок управления там. То же самое, второй 38, четвертый 78, вот так. И здесь еще заметим, что стрелка стоит налево, потом стрелка тоже налево, и здесь стрелка направо. Сюда, на этот датчик, на третьей ножке должен поступать при включенном зажигании. Зажигание включено, вот написал 5 вольт должен поступать. Здесь на 78 ножке там есть 3 разные функции, которые это сопротивление при заведенном, при включенном зажигании, при высоком обороте. Зажигание включено здесь, должен поступать на 4 ножке датчика 78 на мозге, должен поступать, зажигание включено 1,8 вольт. Это у нас идет с мозга, который должен выходить, извините, на мозг должен поступать 1,8 вольт. Это при одетом штекере. Штекер должен одеваться отсюда, если вот здесь появится 5 вольт на третьем ножке, здесь должен выходить на четвертой ножке 1,8 вольт при включенном зажигании, при включенном двигателе. При заведенном двигателе здесь на 78 ножке на мозге, на четвертой ножке должен выходить 1,93 вольта. При высоком обороте должен на этой ножке поступать 3,8 вольт. Вот так идет параметры в этом автомобиле. Мы при проверке обнаружили, что сюда, на этой ножке, вот на этом, сюда не поступает вообще никакое питание. Ни 1 вольт, ни 2 вольта, ни 3 вольт, даже должен он 5 вольт. Решили так проверить. Проверили вот таким путем. Сняли отсюда штекер. Сначала здесь пока ничего не разбирали. Сняли штекер отсюда. Тестер, одну ножку воткнули туда. Я вот видишь, вот видим, он стоит пока там, на третьей ножке. Я вот одну ножку начал здесь проверить на 62 ножке. Сигнал вообще абсолютно нету. Здесь поставлен сигнал, то что пишет о тестере. Абсолютно здесь вообще сигнала нету. Где-то обрыв. Где может быть обрыв? Вроде здесь рядом штекер смотрим нормально. Там проверили нормально. Пришлось здесь раскрыть. Весь это байда. Тут подаккумуляторник, воздуховод, аккумулятор. Все сняли. И здесь видим такой грязи, окисление там некоторые. Они может попадать туда с аккумулятора. Может там аккумулятор где-то когда-то закипел. Кислота туда попала. И там посмотрели, вроде синих это оттенок здесь нету, синего цвета нету. Если синий цвет есть, значит пошло тут окисление. Окисление идет с этого, который на дорогу сыпет, оттуда от влажности они накапливаются. Если открытое место есть, он начинает окисливаться при появлении питания на проводке. Вот на программе показывает у нас между датчиком, между электронным блоком управления есть штекер. Там программа так показывает. И мы здесь видим, такой же штекер есть. 4 провода, такие же цвета, как и там на программе показывает. И я обнаружил здесь синий оттенок, синий цвет. Раскрыл изоленту и смотрю здесь обрыв провода на этом штекере, который идущий к идущего с датчика сюда. Провода идет снизу, вот так, оттуда, и поднимается сюда, вот так идет, вот так, и оттуда спускается вниз. Ну, падает там, не сверху, там, падает там. Здесь я обнаружил 2 обрыв в проводах, который вот именно отсюда должен поступать питание 5 вольт туда на
датчик и постельный провод, который тоже вот почти будет оторваться, если мы тоже это не сделаем. А два провода нормально. Сейчас я его запаяю, буду запаять и с обратного места заведем, проверим компьютером, посмотрим, осталось ошибки или нет. Ну все, ребята, короче, как видим, уже штекер одели, запаяли. Давайте посмотрим, какая у нас была ошибка. Диагностический сканер у нас Launch X431 Master версия Pro. Электроника двигателя. Чтение кодов неисправности. Вот у нас были такие ошибки. Датчик давления, надува, слишком высокий уровень сигнала. Датчик температуры масла, это нам не надо. Датчик температуры воздуха на пуске, то, что мы штеки сняли, это ошибка, такого не было здесь. Насос системы охлаждения тоже нам не надо. У нас там остается вот одна ошибка была всего лишь, это ошибка. Как сбрасывали остальные ошибки, вот появился это постоянно. Как видим, уважаемые наши зрители, ошибка сбросили, сразу исчез ошибка, а то он появился, ошибка появилась у нас постоянно, как мы сбрасывали ошибки, сразу появился тот ошибка, которая датчик надува, за это провод. Это может быть в разных местах, это не знаю, что именно эта ошибка устраняется с этого места. Может быть, это ошибка по разным местам. Может быть там, может там, везде может быть. Самое главное, что вот цель искать, найти причину. Давайте сейчас заведем, посмотрим, какие результаты. Пока мы ничего не собрали, просто ДМРВ одели туда, чтобы ошибку не выдавал. Еще хочу обратить ваше внимание, то что вот здесь был еще такая ошибка. Вот сейчас покажу. Когда зажигаем, включаем, там спиралка, вот видим, сразу гаснет. А то она все время мигала. Некоторые вот иногда думают, что это спираль горит именно когда свеча накаливания не работает, либо его реле не работает. Это неправильно. Это на дизельных автомобилях спиральный значок, это горит, когда на дизельной системе есть проблема. Вот еще и видим, там есть чек-энджины. Чек-энджины тоже вот сгораются, там тоже когда-то проблемы появляются, там по другим частям. Уважаемые наши зрители, как видим, у нас давление надува, фактическое значение 999.60. Давление надува задано значение 1040 на 40. Вот это заданное значение, то, что вот написано в компьютере, то, что это заданное значение. А то, что фактическое значение, это у нас меньше. Вот поэтому вот у нас там до сих пор не появился больше 2500, то что турбо не качает. Сейчас мы попытаемся его сделать регулировку. Регулировка там вообще ужасно, там трудно сделать. Сейчас посмотрим, попытаемся как это сделать. Уважаемые наши зрители, мы как видим, здесь у нас значение уже почти сходится. Мы уже все сделали регулировку. Я это вам не мог показать из-за того, что я один не мог с одной рукой снять и показать вам, как это делается.
Он находится очень трудном месте. Сейчас, может, я вам покажу, где он находится. Почти у нас там регулировка там сходится одинаково. Там маленькие разницы. Это ничего страшного. Самое главное, что мы правильно диагностику сделали и правильно выяснили причину, нашли причину, устранили то, что вот у нас была ошибка. Всем пока-пока, до следующего видео. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, активируйте колокольчик, чтобы получить уведомления при загрузке от нас новых роликов. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Сегодня мы будем очистить интеркулер со средством мотор Cleaner. Вот такое химические вещества у нас, которые очищает масло, накипь, который на двигатель набирается. Сейчас будем его перемешать. Инструкция этого химические вещества написано, что вот на 200 миллиграмм залить там литр воды, перемешать и пульверизатором специально там это побрызгать часть двигателя, который где есть масло. Подождать где-то минут 20, потом отмыть водой. Мы сейчас будем попробовать очистить интеркулер с этим химическим веществом, который называется мотор Cleaner. Это фирма Крас, по-моему, Крас. Ну что, перейдем. Давайте смешиваем и результат посмотрим, какой эффект будет. Перед тем, как начнем это все делать, я хочу вас спросить, если видео вам понравится, ставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Ну что, ребята, погнали, начнем. Примерно я сейчас налью столько. Жидкость, которая очищает химически. И туда долью чуть теплой воды. С крана вот столько доливаем воду. Горячий он. Все, хватит столько. Потом что-то его перемешиваем. Либо крышкой закрыть, просто сильно пена поднимется. И, естественно, зальем туда в интеркулер. Столько залили, не полностью, что можно вот так его стряхнуть. Видим, как очищает, там уже грязь поднимается. Давайте его на ведро, а то сейчас испачкается. Эффект, результат хороший. Вот. Все грязь очищает, поднимает тут. Вот так поставим, пускай на лицевой сторону течет, он тоже, что здесь тоже почистился. Вот, видим? А еще он дрявый. Во. Как раз в этом автомобиле при газовке слышно было, там турбина пшикает. Я сейчас как раз этот хозяин отправлю, чтобы он увидел. Здесь болт закрутили, наверное, это самое. Здесь отверстие получилось, дырка. Как очищает. Какой прямо эффект хороший. Грязь отмывается вообще офигенно.
сделаем, что здесь тоже чистился. Имейте в виду, что это я на других автомобилях попробовал, двигатель промыл. Когда он пылит, дышать невозможно вообще. Надо маску одевать. Здесь запах как будто сжавел. А видим, как здесь все грязь, там оттуда вынимает его, все втаскивает. Надо его забачировать здесь один. Это, а то плохо влияет на это работу турбины. Здесь пропускает, сечет этого воздуха. Ну, здесь видео останавливаю. И еще, если кто-то задаст вопрос, это один канистр, там 5 литров, стоит 500 рублей. Можно использовать его, чтобы промыть двигатель, можно использовать там, смотря какой грязь. Если там не сильно грязно, можно на 10 автомобиль использовать. Если чистый двигатель, ну просто отмыть там пыли, там некоторые грязи, там можно на 20 там автомобилей использовать, там смешивание, там мало залит и там воды побольше. А если там сильно грязно, там ну где-то на 7-6 машин там хватит. Как видим, здесь грязь все сливается оттуда, который у нее раньше был турбина, масло пропускал, сейчас турбину поменяли. Уважаемые наши зрители, вот уже мы почистили интеркулер. Он был таким грязным. С этого средства почистили. Также восстановили отверстие, которое, ну, был там дырявое место, дырка был здесь. Половину сейчас чуть-чуть там заглушили. Ничего страшного, там внизу смотри идет труба, оттуда проходит один канал, ничего страшного. Чистенький, даже внутреннюю часть покажу сейчас. Прямо блестит. Результат супер. Всем пока-пока. С интеркулером очистка тоже закончился. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Сделайте активный колокольчик, чтобы получить уведомления, чтобы не упустить таких видеороликов. Всем пока, до следующего видео. Не забывайте ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать регулировку клапанов дизельных двигателей 4D 56. Двигатель от автомобиля Hyundai Porter. У нас идет порядка регулировку, когда метка BMT, когда раз видбал стоит в метке BMT, у нас идет регулировка 1, 2, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Почему это так? Я сейчас вам объясню. Вот у меня есть второй распредвал. Как видим, здесь шпонка и здесь шпонка. Когда шпонка стоит сверху, у нас идет метка. Стоит на нулевом точке. И смотрим сюда. Кулачки. Вот коленки распредвала. Чтобы точно убедиться, смотрим так. Самый конце, в другой стороне вообще нулевая точка, в обратной стороне параллельно стоит, который выжимной выемка. Это называется колен. Это называется колен, который прижимает либо сам клапан через кулачок, либо через коромыслы, смотря какой двигатель как устроен. Здесь смотрим, первый сходится, первый
Вот у нас верхний часть, где здесь метка нулевой, параллельно стоит по оси. Это первый у нас, второй. Как видим, третий не сходится, уже идет прижим. Потом четвертый, который тоже на нулевом. И пятый. Дальше идет еще шестой. Как видим, уже клапан зажатый здесь. И дальше. Вот здесь тоже прижатый. И вот как вам объяснил, как вы поняли, что у нас, когда метка стоит, первый, второй, четвертый, пятый. Регулировка будет у нас. Шуп с шупом 15. 0 единицах. Регулировка будет у нас 0,15. Это при холодном двигателе. Если при горячем, это 0,25. Это показывается по мануале того автомобиля Hyundai Porter. Чтобы сделать регулировку, нам нужен плоская отвертка, шуп 15 и ключ на 12. Чтобы сделать регулировку, засовываем шуп между коромыслом, рокером и между клапанной концовик. Вот таким путем. Потом берем плоскую отвертку, начинаем перекручивать. До того, что пока шуп тут плоско не сядет. Потом, удерживая отверткой, затягиваем ключ, гайку, чтобы затянуть гайку, надо держать с отверткой, чтобы зазор не изменился. Потом переходим к следующему пункту. Как мы сделали регулировку 1, 2, 4, 5, потом прокрутим коленвал по часовой стрелке, еще раз попадаем на метку, но на распредвале метка стоит теперь в обратной стороне, параллельно. Теперь у нас идет регулировка. Давайте здесь еще раз посмотрим. Вот у нас теперь стоит эта шпонка внизу. И здесь тоже стоит внизу. Теперь у нас регулировка идет. Третий, как видим, тоже на нулевом точке стоит. Третий, это у нас четвертый, пятый. Это мы делали. 6, 7, 8. 6, 7, 8, они оба тоже стоят на нулевом точке. Теперь в этом же положении, как это 1, 2, 4, 5 делали, также делаем остальные. И все обратно собираем. Все у нас готово. Не будет шарахтить, не будет стучать. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если не упустить таких видеороликов, ставьте галочку на колокольчик, чтобы получить уведомления от нас. Спасибо, до встречи. Ассаламу алейкум, дорогие наши подписчики. Мы на данное время находимся в Азербайджане. Пока в Москву не могу приехать, потому что таможня закрыта. Я сегодня вам покажу
один интересный вещь, один интересный ремонт, то, что всем необходимо. У нас автомобиль глазастый, это W210 кузов, двигатель у нас дизель 2.2 CDI, мы будем ремонтировать ТНВД. Значит, мы сняли ТНВД, насос высокого давления. У нас 3 поршня здесь. Будем на тиске закручивать это и открутить это болты. У нас течь пошла вот этих частей, потом здесь потекло и начал вот такой накопиться здесь слишком много грязи. Значит, ребята, как видим, я прочистил, промыл. Промываем, чтобы вот пыль, грязь не проникли вовнутрь. Все равно очищать будем. Будем поменять мы ремкомплект. Значит, первым делом, что делаем? После промывки, пока не откручивая болты, сделаем отметку вот на крышку и сюда на корпус. Это у нас первый, это у нас вот второй, это у нас вот третий. Отметка делаем, чтобы когда будем собирать, чтобы было легко. И здесь делаем отметку, что вот в каком сторону поставить. Ну, в принципе, можно в любую сторону поставить, либо можно крышку местами поменять. Лучше пускай будет, где сняли, в каком положении стоял, пускай так и стоит. Потому что это у нас считается головка. Здесь поршень, это у нас блок, поршень внутри, и это головка у нас. Пускай где сняли, так и будет стоит. Все, я болты ослабил, все. Чтобы болты ослабить, на пресс вставляем это вот на наш насос, сюда вставляем круглый, чтобы сюда не задевали, вот круглый это что-нибудь сюда вставляем, выжимаем, чтобы не сильно. Когда мы, вот допустим, зажали, чтобы при откручивании болты, чтобы он не так не поворачивался. Вы не смотрите на мой акцент, я пытаюсь людям сделать добрые дела, помогать, что как это делается. Если кто-то сможет, пускай дома поменяет, делает, мне не жалко. Так, ребята, значит, как откручиваем болты, снимаем. Вот у нас это головка. Как и разбираем, так и сначала. Ну, на самом деле мы будем поменять все сальники, ремкомплекты, но для себя делаем дефектовку, чтобы от чего-то произошло причина, почему пошло течь, почему автомобиль долго заводился, там, почему в систему попал воздух. Вот у нас мы видим, что вот сальник здесь вот поднимается вот на головке, вот он поднимается и расширился он, ну как стало очень мягким. При зажатии даже болты, скажу, что вот даже болты я почти вот рукам открутил, Я вот одну разобрал, вот в одном обнаружил вот порванных местах. Вот как видим, здесь вот порванный сальник у нас. За это сальника у нас начинает идти течь солярка наружу, и теряется здесь это давление в самом насосе. И начинает автомобиль потерять тягу, потерять мощность двигателя и так далее. Так, вот сняли. Сначала смотрим, допустим, сальник, делаем дефектовку. Сальник у нас тоже нехороший. Потом снимаем здесь, который эта часть, вот эта часть одевается вот сюда. Здесь проходит высокое давление. Снимаем здесь другой сальник, смотрим, в каком он состоянии. Тоже стал слишком мягкий. Ставим эту сторону. Дальше снимаем
Это втулку. Иногда трудом снимается, иногда нет. Вот здесь пластмассовый уплотнитель, который прижимает сальник вниз или вверх. В каком сторону стоит. Сейчас я сниму его сначала. Ну давайте сначала здесь посмотрим. Объясняю вам. Это у нас, вот видим здесь грязь даже. Это от воды, от грязи там накопился здесь. Это не должен быть так. Потому что здесь клапан у нас очень чувствительный, да, вот он, если попадет туда какой-нибудь пыль, грязи или там песок, это будет слабое давление, высокое давление будет исчезать на дизельном автомобиле, это недопустимо. Здесь клапан, считайте, что вот автомобиль, блок, головка и у нас это клапана. Вот этот клапан, это клапан нашего насоса. Я все вам подробно объясняю, что вот когда будете собираться, чтобы имели в виду, что вот что такое. Это по-другому невозможно поставить. Вот, допустим, вот так не поставить его. Потому что в одном стороне это маленькая, в одном стороне видим, что большая. Это большая часть вот одевается сюда. Вот так. Вот ставим в сторону. Наши комплектации, даже как мы здесь поставили отметку, комплектация тоже, кроме сальников, вот ставим все на своем месте. Вот так наш один комплект, второй комплект, вот так поддельно вставляем, чтобы на своем месте собирать. Это у нас грузик, это у нас пружинка, это всем понятно, конечно, но я имею в виду, что вот по-другому его не поставишь, тоже ставим в сторону. Тут задел, сейчас сниму. Считайте, что вот шатун, вот так скажем, вот это шатун у нас. Как он работает? Когда здесь у нас вот вал, внутри это вал, когда поворачивается, допустим, когда он вверх-вниз поднимается, вот качает здесь наш, это, считаем, что поршень. Здесь стоит между ним пружинка, вот качает он соляру и получается у нас высокое давление. Потом что делаем? Здесь вот смотрим сюда. Видим, что люфт на самом это нету. Здесь ничего страшного. Это должен играть он. А здесь нормально. Все это тщательно проверяем. Потому что если не будете посмотреть, просто разобрали, собрали, у вас ничего не получится, потому что давление не будет. Он будет криво идти, то задевать, то туда-сюда. Все конкретно смотрим, все конкретно проверяем. Здесь смотрим, что износ у нас есть, нету. Потом смотрим сюда гильзы, вот, внутри, вот, которые, чтобы тоже износа не было, тоже нормально. Вот таким способом все как снимаем, так и проверяем. Вот я втулку снял с плоскогубцем. Это объясняю, что вот разницы нету, либо так ставит, либо так ставит. Он одинаково. Ставим наш комплект сюда. Итак, дальше все поршня снимаем. Будем снимать переднюю часть. Значит, ребята, вот 3 поршня, 3 головки сняли. Вот видим, что вот здесь 1 и 2 сальника порванные у нас. Следующим делом сняли вал. Тщательно все проверяем. Первым делом смотрим это здесь, вовнутрь. У нас вот внизу стоит втулка. Смотрим на износ. Видим, что износа нету. Нормально, но вовнутри здесь вот ржавина. Вот заржавел. Это мы сообщаем хозяину, что вот в баке есть вода. В баке есть вода. Что вот сняли бак, очищали. Дальше смотрим здесь уплотнители. Вот здесь у нас уплотнитель стоит. Они тоже слишком мягко стали. Дальше смотрим здесь вот на вал. Люфт есть или нету. Видим здесь ржавчина опять.
На износ смотрим. Износ нету, но от воды накопился тут краб. Ну, ничего страшного. Самое главное, что вот люфта нету. После сборки сообщаем хозяину, что вот надо снять бак, очистить и заменить фильтр топливный. И все, сейчас прочистим, обратно все собираем. Все промыли, почистили. Ни одного гряза и пыли не должно быть остаться. Начинаем собирать. Ребят, значит, начинаем собирать. Уже темнеет. Я должен уже сдать этот автомобиль. Задержался до того, что снял для вас ролик. Вы тоже оцените, ставьте лайки, подпишитесь, чтобы наш труд не зря пошел. Значит, то, что вот играющие места, все смазываем хорошенько. Так, ребята, давай покажу, но то вам, чтобы было понятно. Вот у нас уплотнитель один потолще, по кругам диаметром чуть меньше. Это первый ряд вставляем. Чуть потоньше и по кругу побольше, это вставляем сюда вот в конце. Вот так хорошо смазываем. Здесь. И здесь хорошо смазываем. Так, вот таким способом одеваем его сюда. Помню, что вот здесь мы отметку сделали. Вот здесь отметка у нас и здесь отметка. Это будем ставить вот так. Не одевая сюда болты, прокручиваем хорошо. Вот сюда. И потихонечку вот его сажаем на свои места. Так, я одел это сюда. Ни в коем случае болтом не затягиваем. Сначала это должен сидеть на своем месте, потом болты закручиваем. Значит, ребята, вот так втулку и уплотнитель так собираем. Первым делом на втулку одеваем пластмасски. Это жесткие сальники, так считается, так называется, на обоих сторон. Потом на обоих сторон одеваем сальники, уплотнители и смазываем. Плотно одеваем сюда до конца. Все. Теперь легкий способ собирать это. У нас это второй. Я одну уже собрал, потому что я на два языка снимаю видеоролик. Один на азербайджанском, один на русском. Хочу всем помогать, чтобы язык понимали. Так, это второй у нас. Так, это отсюда. Это у нас второй, это второй. Так. Обращаем внимание на это, что это вот так чуть-чуть немножко больше. Когда это прижимаем, он упирается туда дальше. Еще раз смазываем здесь хорошо, что он не порвался. Потом здесь как собираем. Вот у нас клапан, одна сторона, как объяснил, большая, одна сторона маленькая. Маленькую сторону вот одеваем сюда. Так, у нас поршень, он должен играть нормально. Если он не играет, это лучше туда не ставить. Потом это уплотнитель вставляем. Надо убедиться, что он уперся туда подальше, чтобы между головкой и блоком не остался. Здесь смазываем чуть-чуть. Здесь смазываем. Легкий способ это одеть сюда. Вот так держим его и вверх ногам вот одеваем. Сейчас одной рукой не могу показать, потому что и снимаю, и собираю. Вот одеваем, прижимаем до конца, чтобы он не полетел. Сейчас, может, покажу, если получится. Так. И как до конца, и потом его переворачиваем и закручиваем болты. Все, ребята, все готово, собрали и обратно туда собираем на машину. Вам все было ясно, как это собирается. Поподробно показал. Если вам понравится, ставьте лайки, поддержите на наш канал. Это канал будет развиваться хорошо. Я вам буду показать очень полезный видеоролик, который
даже в YouTube нету никаких каналов ни на английском языке, ни на русском языке. Несмотря на мой акцент, с вами был мастер Самир из Азербайджана. Всем пока-пока, до следующего видео. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Я вас приветствую с автосервиса Мегастол Авто. Я мастер Самир. Как всегда, вам все показываем, как все сделать. Сегодня у нас в теме как снять катализатор без снятия коллектора и без сварки. Если у вас под рукой нет сварка, если у вас под рукой нет инструментов специальных, как удалить катализатор без всяких специальных инструментов. Это автомобиль у нас Opel Zafira, может быть Opel Vectra, по-разному автомобиля. На нашем канале есть там разные видеоролики, как это все делаем. Сегодня на нашем теме Opel Zafira. Короче, для того, чтобы снять катализатор, убрать его, удалить оттуда, сначала надо снять защиту под двигателем, потом откручиваем это 3 болта с приемной трубы. Вот таким способом удаляем его. Он снизу видно, что чисто, а сверху вообще там забито. Сверху там смотреть невозможно. Я это вам не могу показать, потому что там темно, там ничего не видно. Мы еле-еле посмотрели эндоскопом. Но снизу видно, что чисто. Удаляем его отсюда, вот вешаем сюда какому-то ведру. Потом отсюда берем какой-нибудь вот такой зубило или не знаю, там под рукой что есть там. И вот потихонечку там вот забиваем. Сломаем его по частям и вытаскиваем. Самый удобный, самый дешевый способ, то, что я вам показываю, это в YouTube даже вы не найдете такой способ, то, что вы как удаляют. Обычно его снимает там коллектор, там потом режет, потом снимается это катализатор внутренний, это кирпичи, фильтр, потом варит. Это я ни разу никогда не делал так, не снимал его там, чтобы клиенту не обошлось там дорого. Вот таким способом мы его снимаем. Пока мы начнем тут снимать, вы нажмите на паузу, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки на такой канал, чтобы продвигался, и мы для вас там сняли очень полезный видеоролик по поводу вашего автомобиля. То, что вы самому все можно в гараже дома сделать. Если вы спросите причину удаления катализатора, причина того, что вот это, на этом автомобиле очень тупо едет машина. Мы проверили, диагностировали, там выхлоп очень слабый. Еще при сильном разгоне катализатор греется, даже краснеет. Эта причина бывает из двух частей. Это неправильное зажигание и бывает из забитого катализатора. Зажигание здесь недавно кто-то менял до нас. Метку там посмотрели, все четко, нормально на месте стоит. А второй причиной это катализатор. Мы сверху открутили, там посмотрели, он забитый. Не полностью, но он забитый. Он краснеет прямо до красного. И все, мы удаляем его, даже следы. Видно, что катализатор вот как краснел. Когда краснеет, вот у него остается вот такой следы. Даже видим, да, вот. Даже такой следы остается. Как чуть-чуть разбирали, раздавили, вот так вынимаем их, вот так, и дальше продолжаем опять пробить. После того, как измельчили все, вот таким способом все, берем такую проволоку и вытаскиваем. Причина оказалась, то там сверху расплавился там часть этого катализатора. Вот это снимаем. Ну, я всем рекомендую, что чем его снять, удалить, лучше, если есть возможность, если авансовый. Если есть аванс, на деньги есть там, ну, лучше его купить сбора, поменять его. Это улучшает качество работы двигателя.
Еще с этим не будет вредить окружающей среде. Ну вот все. Вот таким способом, видим, без сварки, без ничего, без снятия этого коллектора, вот все удалили. По возможности. Иногда бывает нет доступа туда, и тогда придется все коллектор снимать, и сварки там заварить, там резать. Даже можно снять без сварки, таким же способом удалить и все обратно поставить, если у вас под рукой нет сварки. Это при необходимости вот удаляем катализатор. А если есть возможность, деньги есть, там, но они же дорого стоят, лучше купить, поставить новый катализатор. Здесь у нас все. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, до следующего видео. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Сегодня я вам покажу, как установить метку цепи ГРМ на автомобиле Hyundai Solaris, Kia, во всех моделях, которые шли это двигатель. Двигатель 1.6. Метка устанавливается в цепи. Должен быть здесь в самом цепи желтое звено. А в этом автомобиле, как видим, его нету. Но есть они, еле-еле видно. Если поближе показать вам, ну еле-еле заметно. Но я их различил, покрасил там специальной ручкой, чтобы виднее было на камере. Значит, там поворачиваем распредвалы. Здесь видим на самом есть самом это шестерне есть точка. Я туда тоже поставил краску. Вот краска стоит, и вот цепь, которая желтый цветом, должен совпадать цветом. И еще на этом есть в них, в этих цепях, там в середине 3 рядом желтое звено, то что вот они должны быть прямо в центре попасть. В правой части, которая, где стоит ванус, тоже есть сверху точка. Я хочу вам поподробнее все сказать, потому что много есть видеоролики, которые по книге показывают, что как это все устанавливается. Я здесь вам все варианты покажу. Если вы не найдете это цепь, ну, допустим, купили цепь, там здесь цветов нету, тогда вот нам надо посчитать, допустим, одну отдельно сюда, в любую, для себя метку поставили, и отсюда посчитаем 11 зубов. Должен между этим зубом должен 11 звено. Еще вот кулачки первые должны наверх, не полностью наверх, вот как видим, на камере видно, вот как так должны они стоять. Еще вот есть снизу, на коленвале, там тоже шестерня, есть точка. Вот точка видно, и в цепи должен тоже светлый, желтый это звено тоже должен попасть туда, прямо в этом метке. Между этим еще обратим внимание, что если, допустим, мы здесь узнали, как установится между этим 11 зубы, да, если в цепи нету это светлое звено, значит отсюда вот считаем, допустим, здесь поставили свою метку, потом отсюда посчитали до 11, еще поставили сюда метку, и еще вот отсюда с этого зуба считаем сюда, до сюда должен 33 зуба. Вот отсюда до этого должен 33 зуба. Вот так для себя отметки делаем, устанавливаем. Кулачки узнали, как стоять, должен стоять. Там иногда бывает там, я тоже раньше там искал где-то там, когда давно работал, там не было там интернета, там искал там некоторые зажигания неправильно стоят, или метки невозможно найти, искал там, как кулачки должен стоять. Такое видео не нашел, там вот я вам показываю, что вот кому-то, если так поищет там без метки, если найдет метки, там вот так тоже они стоят. Еще вот здесь обратим внимание, что вот здесь на этом есть вот такой это, четочка.
Это четкость должны параллельно совпадать друг с другом. Вот так. Все, мы узнали, как устанавливается метка в этом автомобиле. Ну, снимаем цепь, меняем, устанавливаем метку, обратно собираем. Это просто мы здесь перебираем двигатель. Я хотел вам показать, как устанавливается здесь метка. У нас также есть в этом автомобиле проблема в этом датчике, то что вот перебрали двигатель, как видим, здесь грязь везде остался, там они не почистили. Мы очищаем сетку с этого датчика, все время оттуда выходит грязь, сетка забивается. Недавно это двигатель перебирали, как видим, цепи здесь все новые, даже внутренний грязь не почистили они. Везде там валяется грязь. Ну, наш ролик не об этом. Если хотите, этот ролик тоже на нашем канале. Можете посмотреть. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Подпишитесь на наш канал. До следующего видео. Теперь мне нужно этими же платежками оплатить на... Нет, не теми, не теми. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Я вас приветствую с автосервиса Мега100 Авто. Я мастер Самир. Я сегодня покажу, как установить метку, как поменять цепи ГРМ. Именно на этом моторе TCI. Они может быть 1.8, 2 и разные модификации. Мы тут перебираем двигатель, но я вам показываю, что как это все это меняется. Для того, чтобы поменять цепи ГРМ, нам нужно снять защиты, поддон, нам надо снять первым делом. Снимаем шкив передний, снимаем тут передние крышки, нижние передние крышки, верхнюю, все снимаем, масло обязательно надо слить. Тут есть трубка от турбины, все снимаем, натяжитель снимаем, натяжитель там выдерживает сзади, вот такой болт есть сзади, как его откручиваем, потом он выходит сюда, чтобы нам не мешал, чтобы было все четко. И нам обязательно нужно при замене цепи обязательно нужно поменять все комплект. Меняется цепь, меняется все успокоители, натяжитель, оба балансировочные валы, потом приводной звездочка, это тоже обязательно меняется. Все, комплект цепи покупаем, меняем. Лучше бы насос тоже поменять, если вам удобно, если деньги хватит, обязательно поменять это самое, насос в комплекте тоже поменять. Вот мы все баланс валы меняли, в одном даже большой люфт, вот смотрите, здесь основные давления, которые исчезают. Давление исчезает из-за того, что вот баланс вал, на балансировочном вале слишком много люфта. Теперь давайте я вам покажу поподробнее, откручу, все покажу. Несмотря что у меня акцент, но я вам все поподробнее рассказываю. У нас на канале есть разные такие полезные видеоролики по разным автомобилям. То, что мы делаем, ремонтируем и вам показываем, что как это все делается. Скажем, что вот баланс валы поменяли, балансировочные валы должны быть легко с рукой одеться, потому что предыдущий мастер, вот смотрим здесь, молотком побил, чтобы его одеть туда, это нельзя. Меняем, потом у нас метка балансировочного вала, вот. Смотрим тут вот эта точка, и на этом две точки рядом. Вот. Обратите внимание. Вот. Наверное, всем видно. Вот точка.
должны совпадать друг друга. Потом поворачиваем это шестерны. У нас вот метка цепи, он должен параллельно стоять к этим болтам. Это балансировочный вал тоже должен стоять параллельно с этим болтом. Первый поршень поднимаем полную наверх, и у нас вот звездочка этого метки, вот это маленький цепь у нас вот первый, а это второй у нас будет большой цепь. Вот это. Сейчас пока это одеваем. После того, как одели, вот сразу успокоитель закручиваем. Как успокоитель закручивали, сейчас будем затянуть его. Потом у нас идет натяжитель цепи, вот это маленькую, сейчас это будем закрутить. Теперь поподробнее. Значит, у нас распидвалы. Тут есть, которые метки на нашем звездочке устанавливаем. Цветные звено одеваем сюда. Они где-то примерно должны быть так. Еще поточнее, вот они мерятся штангером, между ними 61 и 120, 120 и 129 между ними должен быть. И отсюда до середины, сюда до конца должен 62. 60-62 вот так. У нас распидвалы вот одето. Ванус у нас там, видим здесь, так должен стоять. Иногда он поворачивается обратно, чтобы надо обратить внимание. Потом у нас вот в цепи есть еще другие цветные звено. Не обращаем внимания на это, чтобы там иногда вот запутывается, что такое, запутывается, что это такое. Это не обращаем внимания. Шестерны нижние шестерны, вот у нас есть эта метка. Эта метка должна совпадать с большим цепом. Потом вот на большой части тоже есть метка. Эта метка у нас на маленький цеп, который обходит ванусы. Как я ранее говорил, это должно совпадать с этим болтом. Вот у нас болт, эта метка параллельно должен стоять вот так. Другой то же самое, вот точка и болт. Это мы изучали, как это установить. Первым делом одеваем этот цепь, натяжитель одеваем, потом вторым делом одеваем это цепь большой, который цепь длинный, одеваем, устанавливаем натяжитель цепи, это раз натяжитель цепи, второй одеваем, потом у нас одевается цепь, в конце это у нас маслонасос, который снизу стоит, вот она, и вот такая пружинка. Ну, тут это башмак с пружинкой, тут же натяжитель цепи. Все, вот таким способом у нас устанавливается метка в этом автомобиле и меняется цепь. Все в таком порядке. Вот на этом у нас все. Мы вам показали, как устанавливается метка на этом автомобиле, на этом моторе. У нас на канале есть разные полезные видеоролики по поводу ремонта автомобилей.
Смотрите, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Поддержите наш проект, чтобы мы тоже вот, снимали для вас подробные полезные видеоролики. Всем пока-пока, до следующего видео. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Я всех приветствую с автосервиса Мега100 Авто, я мастер Самир. Я сегодня вам расскажу и покажу, в чем проблема в этом автомобиле. Автомобиль у нас Ford, дизель, который обычно это возникает проблемы по разным причинам. Сегодня приехал автомобиль с нашего канала, наш подписчик. Автомобиль не едет больше 600 километров, до 70 поднимается и больше не едет. Это означает, что автомобиль, двигатель работает в аварийном режиме. То, что водитель смог до какого-то автосервиса доехать. Это причины бывают разные, но на этом автомобиле причина это забитый интеркулер и забитый впускной коллектор. Интеркулер, впускной коллектор забивается до того, что с турбины гоняет масло и вот постепенно забивается с сажей. Давайте теперь посмотрим, в чем же эта проблема в этом автомобиле. Сначала посмотрим и начнем разбирать дело. И в конце видео вот вам покажу результат этого ремонта. Перед тем начнем разбирать автомобиль, посмотреть. Я вас очень прошу, подпишитесь на наш канал, оцените наш труд, то, что мы вам все досконально все рассказываем, как, чего, где. Мы уже сняли интеркулер, коллектор и патрубки. У нас забито интеркулер, там масло забито, грязь забита. Патрубки лопнулся из-за того, что сюда гоняет масло, резинка смягчивается, и отсюда он лопнул. То, что в этом автомобиле был аварийный режим, это из-за того, что вот лопнуто здесь это патрубки. А черный дым из-за того, что вот здесь отсюда масло гоняет туда на коллектор, и там, скорее всего, еще какой-то форсунка переливает. Ну, мы сейчас это отнесем все на мойку, все прочистим хорошенько и обратно поставим, заведем. Сначала уберем на аварийный режим, потом дальше посмотрим, почему черный дым валит. Мы уже с мойкой приехали, промыли все закрутили на место, даже этот патрубок тоже был грязный, промыли, почистили. И здесь еще есть у нас лайфхаки, то, что иногда бывает, что либо какой-то деталь невозможно найти, либо он дорого стоит, либо надо искать его, либо заказывать и ждать. Чтобы не ждать, не искать, не покупать его дорого, если возможно сделать, мы это делаем сами. Вот сюда поставили внутри поставили канализационные трубы, обрезали столько вот, хомутом закрутили, и здесь пластмассовые хомутики, верхнюю часть порванное место не обрезали даже, чтобы он его хорошо держал. И будем изолировать его аккуратно, и все сейчас соберем, заведем, посмотрим. Уже все детали собрали, теперь давайте запускаем. Ну, уменьшивается. Сильнее показывай. Все хорошо. Это то, что на глушака, который остался сажи, это пока это постепенно выйдет,
Через 3 дня вот видно будет, что вот, черный дым вообще уменьшится или нет. Сейчас покатаемся и посмотрим. Короче, я никак не смог с одной рукой снимать и ездить. Вообще ревет нормально, там едет прямо, когда газуешь, тебе вот подтягивает на сиденье, ты прилипаешь на сиденье, вот так, такое ощущение, нормально тянет. Ну просто нужен помощь, это без помощи это я не могу. Сейчас попробую камеры куда-то поставить, не знаю, как это получится. Я стойку не взял. Ну, все нормально, вот. Если не получится, то, что вот снимать, это вот сейчас снимать, это процесс. Так нормально, все придет, там дымы, черный дым нету, все нормально работает. Давайте попробуем, если получится, поставлю, если нет, тогда будем прекращать видеоролик. Вот как-то поставил так. Дверь закрой, пожалуйста. Брат, дверь закрой, пожалуйста. Ну вот все, ребята, не знаю, как вам видно было, не видно было, как почувствовался там, как он рвет с места, нормально едет, черного дыма нет уже, мы уже все это закончили, нормально работает. У нас на канале есть разные ролики такие про это вот черного дыма, разные модели. У нас каждый день бывают такие проблемы, и мы снимаем их, вам показываем, что вот вдруг у кого-то какой-то модель, какая-то там проблема, и что вы тоже посмотрели у себя, если смогли сделать, сделали.